Здравствуйте, дорогие подписчики, а также гости моего канала. Сегодня я представляю уже пятую десятку советов по вязанию. Надеюсь на то, что они вам пригодятся. Может, кто-то действительно знает их, пользуется. Но я думаю, что найдутся также те, которые впервые сталкиваются с этой информацией. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Для того, чтобы наш моточек никуда не убегал, можно сделать вот такое нехитрое приспособление. Так у нас выглядит пятка бумеранг с клином подъема. Клин подъема, вот он, вот это вот расстояние. Здесь у нас провязано определенное количество рядов. То есть какая здесь у нас цифра. Вот это вот количество рядов довязанных после того, как мы вывязали паголенок, берется именно со следующего расчета. Перед началом вывязывания данной пятки надо связать количество рядов третью часть от количества половины петель, на которых выполняется пятка. У меня на пятке здесь 35 петель. Разделить на 3 примерно 12. Значит, вот здесь у меня провязано 12 рядов. И именно из этой части я потом буду набирать петли для клина подъема. То есть сейчас у меня полностью связана пятка, бумеранг. Вот она как выглядит поближе. Это идет диагональная линия с одной стороны, с другой стороны. Так выглядит пятка на изнаночной стороне. Это мужской носок. То есть пяточка у меня сформирована. И за счет того, что у меня набрана третья часть рядов, точнее провязана третья часть от количества петель половины, это у меня будет клин подъема. Здесь у меня получилось 12 рядов. Пятка у меня сформирована. И сейчас я уже буду полностью вывязывать дальше носок. То есть так же, как и обычно при обычной классической пятке. То есть я сейчас вот здесь иду. Вот здесь вот я сейчас иду. У меня ниточка. Сейчас я буду набирать петли. Вот здесь вот. Дальше по кругу вывязываю вверх. Опять же буду набирать вот отсюда. И затем буду убавлять эти петли. И у меня сформируется тоже клин подъема. Иногда приходится распустить какое-то изделие до определенного ряда. Или это может быть какие-то погрешности, скажем так, не увидели. А может длинное изделие получилось и нужно укоротить. Но по какой-то причине приходится все-таки распускать. И для того, чтобы не потерять петли, я имею в виду в лицевой глади, особенно в лицевой глади, можно сделать следующим образом, поступить. Вот, допустим, у нас какое-то изделие. Мы вязали, и нам нужно вот до этого ряда распустить наше изделие. Так, если у нас лицевая гладь, значит мы возьмем спицу тоньшего размера, чем мы вязали вот это вот наше изделие. И в лицевых петлях, смотрите внимательно, вот они состоят из двух дужек. Берем одну дужку, правую, с одной петли. Следующая петля у нас идет вот эта. Мы опять подхватываем правую дужку. Дальше следующая петля, опять правую дужечку. И таким образом, именно в этом ряду, главное не потерять ряд, аккуратненько. Вот таким образом, видите, подхватываем эту дужку одной петли. И так идем до конца ряда. То есть полностью этот ряд мы нанизываем одну дужку с каждой петли на спицу. И затем, когда мы будем распускать изделие, так, вот таким образом, да, когда мы будем распускать изделие, то у нас на спицах останутся вот эти вот петельки. Все остальное мы уже распустим, а на спице, то есть нам не нужно будет одевать даже вот эти вот петли.
Таким способом очень удобно пользоваться, когда нужно отрезать какую-то часть нашего изделия и нанизать петельки. Так, вот, допустим, какие-то ряды у нас получились лишние. Так, и мы вязали снизу вверх. Если мы вяжем сверху вниз, то, конечно, очень просто взять, распустить наше изделие. Оно очень легко распускается. Но когда мы вяжем снизу вверх, то, конечно, распустить изделие более тяжело. Поэтому берем спицу меньшего размера, чем мы вязали основное вот это полотно, и нанизываем петельки. Главное, конечно, не потерять вот этот вот ряд один, который аккуратненько берем правую дужку, подхватываем и нанизываем на спицу. В лицевой глади это очень легко. И действительно, когда вы уже распустите это изделие, у вас получится, что на спицах у вас останутся вот эти вот нанизанные дужки. Для того, чтобы связать шапку нужной формы, лучше пользоваться спицами разного размера. Резинку вяжем размером на 1, а то и 1,5 раза меньше, чем основное полотно. Дальше основное полотно вяжем спицами того размера, который указан на этикетке пряжи. Ближе к макушке пользуемся спицами меньшего размера, чтобы добиться плавного сужения шапки. И тогда форма шапки будет смотреться намного лучше. И сидеть на голове будет тоже очень хорошо. Что касается секционной пряжи. Секционная пряжа хороша тем, что она не требует узора. Никаких оранов, никаких кос и, скажем, ажура можно при этом не использовать. Она бывает разная, тонкая, толстая, различного состава, различных характеристик, метража и так далее. Так, то есть можно из нее вязать просто лицевой гладью или изнаночной гладью, а также чередовать лицевую и изнаночную гладь. Так, что из вот этих вот ниточек мне понравилась? Вот эта вот новая ниточка Пуханорки. Она идет тоже дополнительно с такой тоненькой ниточкой. Я из нее, правда, еще ничего не вязала, но она мне понравилась на картинке. Ее купила и в ближайшее время я планирую что-то с нее связать. Так, вот это у нас молочный хлопок китайский, но он тонкий, более тонкий, чем вот эта вот ниточка, из которой связана детская кофточка. На канале у меня есть полный мастер-класс этой кофточки. Носочки связаны тоже. Конкретно на эти носки есть полный мастер-класс попетельный. А на остальные носочки у меня есть полное описание. Также на канале вы можете посмотреть. Это у нас носочки тоже секционная пряжа. Также есть на канале полный мастер-класс. 2-2,5 года это носочки. Здесь у меня носочки взрослые, женские. Связаны из такой вот пряжи. В ближайшее время я тоже планирую связать вот именно с этой ниточки. Это состав очень интересный. Мне он очень понравился. Потому что носочки тонкие. Пряжа у нас, насколько я помню, 420 метров, да? Так, и вот такими полосами идет. Такие вот носочки получились. Очень замечательные. Вы знаете, они мне очень понравились. То есть она одна из любимых моих пряж. Вот это вот носочная пряжа. Что касается этих носочков, также связан вот как и эти остальные детские изделия, но это более взрослый носок, это 39-40. Вот. На канале у меня есть тоже полный мастер-класс вязания этих носочков. Если кого-то заинтересует, переходите по ссылочке и найдете вот эту вот информацию. Так, ну и различные также турецкие есть тоже секционные пряжи. Это у нас Alize Superlana Maxi, 25% шерсть, остальное у нас акрил.
Я как-то связала из этой пряжи носочки толстые, но вы знаете, они быстро сносились. То есть пятка протерлась очень быстро. Поэтому, естественно, из такой пряжи я уже больше не вяжу. Пользуюсь только чисто носочной пряжей. Ну, а за вами выбор, из какой пряжи вязать и, конечно, какой пряжей пользоваться. Что касается изнаночного ряда, он очень, кстати, подойдет для выполнения подгиба изделия. В тех же самых носках, если мы вяжем манжет, пуловер, жакет или юбка. То есть между рядами лицевой глади провязать один ряд изнаночной, и получается красивая, аккуратная линия подгиба. Вот таким образом. Достаточно для того, чтобы получился красивый подгиб. Что касается ангоры, ангора пряжа, которая растягивается. Чтобы изделия из нее дольше сохраняли свою форму, при вязании лучше всего добавлять тонкую шелковую швейную нить. Конечно же, того цвета, что и сама пряжа. Вот у меня ангора. Состав 80% ангора и 20% па. Вот такая вот ниточка. И когда из нее вязать, конечно, лучше добавить еще тонкую шелковую ниточку по цвету, которая подойдет именно к этой пряже. И тогда изделие, которое мы свяжем, будет дольше сохранять свою форму. При вязании низа изделия, манжетов или воротника полотно в этих местах может растянуться. Но не стоит расстраиваться. Стянуть на нужную ширину поможет тонкая ниточка-резинка. Вот такая. Это называется спандекс. То есть она вот таким образом растягивается. Так. Ее можно затянуть в иголочку и сделать такие стежки. Вот как в данном случае я сделала. У меня воротник по кокетке был немножко широкий. И я его стянула при помощи этого спандекса. То есть протянула стежки вот в эти вот лицевые петли по изнанке. То есть через одну петлю. Примерно вот такими вот стежками. На обратной стороне оно не видно ничего. При этом стягивается настолько, сколько вам нужно. В конце, конечно, нужно зафиксировать эту ниточку, потому что она имеет свойство убегать. Вот таким образом я сделала просто узелок, отрезала немножко. И сейчас нужно спрятать вот эти вот кончики, чтобы они тоже не мешали. Они могут быть разного цвета. Это спандекс. У меня, например, вот даже есть такое целая смесь. Что касается кромочных петель. Вот я дохожу до конца этого ряда. Вот это у нас последняя петля кромочная. Обычно она провязывается изнаночной. И смотрите, по краю у нас идут вот такие вот косички. Каждая вот эта вот косичка обозначает 2 ряда. То есть, если мы возьмем вот, допустим, вот отсюда и до этого желтого, желтый, розовый и голубой, у нас получится 6 рядов. Вот здесь вот провязано. Кроме того, я хочу отметить то, что кромочные петли нужно провязывать очень туго. Развернула я вязание на обратную сторону, на изнаночную. И вот эта вот кромочная петля, я ее снимаю. Далее у меня идет лицевая, но при этом я туго затягиваю кромочную петлю. Для того, чтобы у нас не было такой расхлябанности вот этих вот всех кромочных петель. Туго надо подтягивать вот таким образом, так. И дальше продолжать вязание. Что касается вязания варежек. Ну, во-первых, нас всегда волнует вопрос, когда нужно вязать отверстие для большого пальца. Если бы в данных варежках у меня была манжета, то после манжеты я бы еще провязала 3,5 сантиметра. Почему именно 3,5 после манжета?
потому что это расстояние, которое высчитывается 1/5 всей длины моей ладони. В данном случае длина моей ладони вот отсюда от запястья и до самого большого длинного пальца у меня 17,5 сантиметров. Значит, делим на 5, то есть 1/5 часть. Делим на 5, и это 3,5 сантиметра. Значит, после манжета я должна провязать еще 3,5 сантиметра и только тогда вывязывать большой палец. Что касается большого пальца, также мы вяжем без убавок на какую-то длину, а затем нужно убавлять. Когда же эти убавки мы должны делать? Убавки делаются в большом пальце тогда, когда вязание уже будет на половине нашего мизинца. Вот когда закроется половина мизинца, тогда уже можно делать убавки. Убавки делаются, конечно, в каждом ряду до тех пор, пока не остается несколько петель. И дальше мы стягиваем их иголочкой, а ниточку заправляем вовнутрь. Кроме того, варежки отличаются тем, что одна правая, а вторая левая. И если говорить о вязании большого пальца, то, внимание, для правой руки делаем отверстие для большого пальца на 3-й спице. Если мы вяжем левую варежку, то отверстие для большого пальца мы делаем на 4-й спице, чтобы вязание наше было ровное и аккуратное, и соответствовало, естественно, полностью одна варежка должна соответствовать другой.